Привет. Который час? Мои часы остались под подушкой. Это что, без 10:11? 25 минут 8. Почему? Я бухгалтер по профессии. И что? Поэтому мои часы показывают другое время специально, чтобы считать, ну, чтобы быть в тонусе, чтобы не терять навыка. Ну это же с ума сойти можно. Ну почему? Я хорошо считаю. Например, 5 часов 10 минут, прибавим к ним 3 часа 25 минут и представим, что находимся в стране с 6-часовой разницей во времени, получим точное время 2 часа 35 минут. Ну вы даете. А почему вы на меня так смотрите? Господи, я так надеялся, что когда открою глаза, хоть в чем-нибудь разочаруюсь. Хоть в чем-то. В цвете глаз, длине волос и хоть в чем-то. Нам надо поговорить. Ага. Стойте, вы куда? А зубы почистить можно? Сядьте, сядьте. Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что эта ночь была самой чудесной, самой прекрасной, самой сумасбродной из всех 11 тысяч ночей моей жизни. Каких? Я же бухгалтер. Ага. Мне 30 лет и 2 месяца умножаем, получаем. Одним словом, я никогда не забуду эту февральскую ночь 1953 года. Не вас. Шейла! Стелла! Что? Меня зовут Стелла. А почему вы мне сразу не сказали? Я вас всю ночь... Ну, почему вы не... Ну я же ведь не думала, что все так закончится. Потом, когда я пыталась вам сказать, вы же меня уже не слушали. Вам было все равно. Когда это? В самый разгар. Это было потрясающе. Это было невероятно, особенно в последний раз, да? Я не знаю, что на меня нашло. Я просто животное. Но в том, что между нами было, в этом не было ничего грязного. Так почему же вы так угрызаетесь? Потому что моя жена, она меня убьет. А вы собираетесь ей рассказать? Это вы что? Она и так уже все знает. Подождите, вы же сказали, что она в Нью-Джерси. Это не важно, она все знает и на другом конце мира. Ну каким образом? Я не хочу об этом. Можно задать один вопрос? Скажите, для вас это было так же сказочно, как и для меня? Ну, только честно, Стелла. Но если честно, то меня коробят разговоры на эту тему. Неужели все мужчины так любят это обсуждать? Не знаю, я с мужчинами не сплю. Я тоже. То есть до мужа я ни с кем не спала. Да и после Гарри тоже. Гарри? А это кто? Это мой муж. Когда я выходила за него замуж, была почти девственницей. Как это? А я была беременна, и Гарри, как порядочный человек, на мне женился. Вас это смущает, да? Стелла. Мне кажется, я в вас влюбился и... Это нам точно не стоит обсуждать. Это безумие. Это просто какое-то безумие. У меня ведь нет практически никакого опыта по части романов на стороне. Что вы имеете в виду? Ну, мне никогда не везло с женщинами. Я впервые переспал, когда мне было 16 лет. Представьте себе, стоянка, заднее сиденье старого доджа, я страшно нервничал. И в самый ответственный момент в нас сзади врезалась другая машина. Ужас! Вы были застрахованы? И вот вчера вечером в этом французском ресторане я долго смотрел на вас, и я решился. Не вижу связи с задним сиденьем. Есть связь, есть. Никогда не везло с женщинами, и вдруг, Господи, сегодня утром я проснулся по уши влюбленным. И это при том, что у меня счастливый брак, у меня счастливая семейная жизнь. Господи, другие мужчины, они влюбляются, когда они женаты и несчастны. Ну почему мне так не везет? Послушайте, а вы случайно не еврей? По-моему, нет. А что? У меня есть один приятель, еврей. Так вот, когда он выходит из синагоги, тут же бежит по бабам. А как только прикоснется к женщине, тут же бежит обратно в синагогу. Не хочется перерезать себе вены. О, ну тогда вы точно итальянец. Что вам далась моя национальность? Вы весь такой эмоциональный, моя мама была итальянка. Она была очень эмоциональна.
все время плакала. Да? А вы почему не так уж эмоциональны с мамой-то итальянкой? Ну почему вы так решили? Ну, мне показалось, на пике страсти вы были несколько экономны в выражении чувств. Не плакали, не стонали. У меня позднее включение. Я все это проделала потом, в ванной. Я не слышал. А я заткнула рот полотенцем. Слушайте, к тому же вы уже спали. Может быть, сменим тему? Мне тоже несколько неловко. А знаете почему? Мы с вами, мы честные, мы порядочные люди, но у меня все время перед глазами мордочки моих детишек. Мою голову сверлит мысль о том, что моя жена, она так искренне, так беззаветно мне доверяет. О годах, что мы прожили вместе, о клятвах, вот что давали при венчании. И знаете, что хуже всего? А? Когда я все это осознаю, я вдруг испытываю такое непреодолимое желание. О, я бы не хотела, чтобы мы сейчас об этом говорили. Простите, мне показалось, мы можем быть откровенными друг с другом. Нет, просто мне сейчас идти на исповедь. Нет, не надо, мы не виноваты. Мы ни в чем не виноваты. Конечно. Да каждый божий день миллионы людей попадают в нашу ситуацию, от 15 до 25% населения планеты, не считая холостяков. Да? Я надеюсь, на исповеди вы не называете вещи своими именами. Нет, ну что вы. Ну, даете. Разумно. Стелла, у меня предложение новое для нас обоих. Давайте в последний раз. В тишине и спокойствии, на трезвую голову займемся любовью. А потом каждый пойдет своей дорогой, не оглядываясь. В чем, собственно, новизна предложения? Я неправильно выразился. Новизна, она... Нет, не в этом. Не в этом. Вспомнил. У русских же есть атомная бомба. Я в курсе, и что? Неужели вы не понимаете? У русских есть атомная бомба. В любой момент мы можем быть стерты с лица земли. Джордж, мы не должны этого делать. Что, мы взрослые люди, нам нечего стыдиться и нечего бояться. Джордж. Стоп, только не вам! А почему не ванна? Она прежде всего бросится туда! Да, право, давай. Минуточку, уже открываю! Да-да-да! Да вы почему там копаетесь? Иду и иду! Давайте быстрее. Иду уже, иду! Да. Тёмар, спасибо, вы как раз вовремя, я как раз хотел вас побеспокоить. Встала. Стелла! У вас в номере женщина, сэр. Это был старик Чалмерс. Я был спокоен, как удав, он ничего не заподозрил. Да? А про лифчик он ничего не спросил? Какой лифчик? У тебя лифчик на шее. Теперь он подумает, что я педрила. Слушайте, не все равно, что он подумает. Я приезжаю сюда каждый год. А что ты делаешь каждый год в этом богом забытом месте? Тут неподалеку живет мой школьный приятель. Он здесь занялся виноделием. Я приезжаю к нему каждый год на уикенд и привожу в порядок его бухгалтерию. Подожди, из Нью-Джерси? И ты хочешь сказать, что твоя жена верит этой легенде? Слушай, можно я поем? Он был моим первым клиентом. Ты что, мне не веришь? Стелла, я понимаю, тебе может показаться, что я вот очень часто хожу налево, так вот знаю, это не так. Ты мне не веришь? Ну, конечно верю. Судя по тому, как ты, не сняв с себя ботинки, пытался стащить брюки, потом споткнулся, ударился о край кровати, ну и всякие такие мелочи. Господи, как это прекрасно быть откровенными друг с другом. Очень прекрасно. Стелла, а я ведь не был абсолютно откровенным с тобой, но Да? сейчас буду. Я скажу тебе очень важную вещь. Я сказал тебе, что я женат,
И у меня 2 детей. Ты что, не женат? Я женат. Но у меня 3 детей. Господи! Да какая разница? Больше одного уже не имеет значения. Да? Мне показалось, что с 2 детьми я буду выглядеть как-то менее женат. Это меня целое утро так тяготило, как будто я отказался от малышки Диби. Ты прости меня. Ты лучше скажи, как твоя жена отпускает тебя одного? Филлис не выносит самолетов. Боится летать? Нет, она не боится летать, она боится разбиться. Джордж, это очень смешно. Ты ешь. Мне нравится смотреть, как ты ешь. Выпьешь кофе? Скажи, а что тебя возбудило во мне там, в ресторане? Стейк. Стейк? Ну да. Стейк, который ты мне преподнес в качестве десерта. Слушай, я в своей жизни получала много подарков. И цветы, и духи, и конфеты, но стейк... Такого со мной еще не было. Я сначала хотел послать тебе шампанское. Правда? Потом решил, нет, это слишком банально. Я даже не знаю, что на меня нашло. Я никому никогда не посылал стейк. У меня есть приятель, он говорит, что иногда как будто сама жизнь ему подсказывает. Иди. Со мной все не так. Самое большее, что она может сказать мне, это... Куда ты пошел? А ты? Что ты нашел во мне? Ты была такая... Какая? Беззащитная. Правда? У тебя петля на чулке поехала. Помада размазалась. Господи, это было ужасно. Ты все равно ко мне подошел? Ты была прекрасна. Ой, кажется, мне пора. А то мои монашки будут нервничать, не случилось ли чего? Какие монашки? Я же тебе говорила, что приезжаю в монастырь на исповедь. Так ты не шутила? Нет, каждый год, когда мой муж отвозит детей в Бейкерсфилд, я приезжаю в монастырь неподалеку отсюда. Что происходит в Бейкерсфилде? День рождения моей свекрови. А ты почему туда не ездишь? Потому что моя свекровь меня ненавидит. Мое отсутствие – это подарок ей на день рождения. Она, наверное, тебя все время в чем-нибудь упрекает. Да, потому что Гарри на мне женился, когда был на первом курсе. Да, то, что я забеременела на первом курсе института, у Гарри не было денег, родителям нечем нам было помочь, поэтому каждый раз, когда у меня рождается ребенок, а у меня их 3, как и у тебя. Да? Да. Она поднимает глаза к небу и говорит: Господи! Вот как подумай, что мой сын мог стать знаменитым дантистом. В общем, каждый год я езжу каяться. Нет, ты не думай, у меня очень хороший муж. Просто моя жизнь не является для него предметом для обсуждения. Ну все. Пошла каяться. А вы? Ну, вы со своей женой, вы там много общаетесь. Господи. Мы же ничего не знаем друг о друге. Ничего. Давай, я расскажу тебе о жене, ты мне о муже. Я расскажу тебе плохую историю о Филлис. А почему плохую? Нет, сделаем так. Я расскажу тебе 2 истории о Филлис, ты мне 2 истории о Гарри. Идет? Идет. Я начну с плохой истории. Давай. Филлис, она уже знает о нас. Ты говорил об этом, но каким образом? Я не знаю, это у нее там вот что-то срабатывает. Типа пластинки.
Какой пластинки? У меня есть дядя. Войну его ранили, оперировали и забыли у него в голове стальную пластинку. Так вот, он теперь всегда знает, когда пойдет дождь. Господи, как я влип! Почему? Потому что все, что ты говоришь, кажется мне таким прелестным. Ну ладно, расскажи лучше про пластинку в голове у твоей жены. Что? Нет, это не пластинка, это больше похоже на звонок. Я могу быть за миллион километров от нее, но стоит мне только взглянуть на другую женщину, все. Тут же начинается тревога, как на пожар. Сегодня ночью в 22 минуты второго точно знал. Отскочил, вот, сидит на кровати, в голове. Откуда ты знаешь, что было ровно 22 минуты второго? У меня боковое зрение, я заметил, на моих часах было 47 минут пятого. Ну это же безумие какое-то. Ладно, расскажи теперь хорошую историю о Филлис. Я не знаю. До встречи с ней я был очень неуверен в себе. Она заставила меня поверить в себя. И как ей это удалось? Она сделала мне предложение. Сильно. И потом ее периодические приступы ревности, они придают мне уверенности в себе. Ну, понятное дело. Теперь твоя очередь. Что? Расскажи что-нибудь плохое о Гарри. О, это трудно. Так много плохого, что трудно найти. Трудно вспомнить. Ведь Гарри – это наша гордость. Ну, по крайней мере, так все говорят. Не задолжала плохую историю. Ну ладно, хорошо. Как-то раз мы решили отметить 4-ю годовщину нашей свадьбы. Гарри не пьет. Но в тот вечер выпил несколько кружек пива, ударился в воспоминания и вдруг сказал, что служба в армии – это лучшие годы его жизни. Ну что? Многие ребята так считают. Гарри служил в армии 4 года. 3 из них он провел в японском концлагере. Я сказала это в годовщину нашей свадьбы. Он ведь не хотел меня обидеть. Вот и обижает, верно? Верно. А хочешь, расскажу хорошую историю о Гарри? В принципе, можешь не рассказать. Нет, я же не хочу, чтобы сложилось неверное впечатление о нем. Если ты настаиваешь. Так вот, как-то раз я решила отправиться в магазин и оставила нашего 4-летнего Тони на попечение Гарри. Вообще Гарри мало смотрит за детьми. Скорее они смотрят за ним, гасят его сигареты в пепельницу, закрывают за ним краны, ну и так далее. Прекрасная характеристика, мне Так нравится. вот, остался Гарри с ребенком на руках. Ребенок хнычет, и Гарри совершенно не знает, что с ним делать. И вдруг ему пришла в голову потрясающая идея отправиться с Тони в парк и запустить с ним воздушного змея! Отважная идея. Да, но в тот день, как назло, не было ветра. И понятно, у Гарри были с этим проблемы. И вот, через час я возвращаюсь домой и вижу потрясающую картину. Тони дрых, а Гарри весь потный, красный, бегает по парку, пытаясь запустить этого злосчастного змея. Давай, давай, змеюка! Давай, давай! Давай, давай! Не знаю почему, но это так меня тронуло. Я тебя понимаю. Эллен тоже иногда выкидывает, ну такие неожиданные штуки. А кто это, Эллен? Моя жена, конечно. Ты же сказал, что ее зовут Филлис. Я знаю, я соврал. Эллен Филлис. Какая разница, я жена! Стелла, Стелла, я боялся, ты меня будешь искать. Стелла, Стелла, у меня 2 детей. Джордж! Как тебя зовут? Ты думаешь, я совру? Я не скажу тебе правду. Ну ты же так не думаешь. Странная штука жизнь, да? Мы сидим в этом номере, завтракаем, смотрим друг другу в глаза, при этом ты замужем? Я женат.
У нас на двоих 6 детей. Это главное, что нас разделяет. А у тебя есть фотографии? Какие? Ну, фотографии твоих детей. Конечно. Но мне кажется, сейчас не время. А я тебе своих покажу, они у меня просто замечательные. Так, смотри. Сейчас. Так, денег. Вот, держи. Ой, какие маленькие. А вот этот с накладками на зубах и в очках должно быть старше, да? Майкл, сорванец, я его обожаю. Правда? Это что за маленький мужичок? Как он на тебя похож? Ты так думаешь? Это Пол. Нет, это не Пол, это ты. Правда? А, вот это, наверное, знаменитая малышка Диби. Здесь ей исполнилось 2 годика. Мы так хотели, чтобы она задула свечки на торте. У тебя замечательные дети, Джордж. У тебя тоже. Спасибо. Стелла. А давай бросимся. И убежишь. Дорогая, ты готова? Ну, конечно, нет. Я все начала заново. Что, все? Весь макияж. Знаешь, как я переволновалась, когда меня занесло по дороге? А вот и я. Стой, подожди, не двигайся. Джордж, только аккуратно, я сейчас упаду. Ап. Ой, Джордж. Поздравляю с 5-летним юбилеем нашего знакомства. Я тебя. Ну и как я тебе? Любимый, а это для тебя. Ой, какой милый, спасибо. Так, задуваем свечи, загадываем желанием. Но ты же знаешь, у меня только одно желание. Какое? Чтобы ты так и приезжал сюда каждый год.
В одно и то же время, в одно и то же место. Не и созваниваясь, не списываясь. Честно говоря, первый год я была не очень уверена, что ты приедешь. Я был абсолютно уверен, что не приедешь ты. За тебя. За тебя. Как дела? О, мы переехали в пригород. Все просто помешались на идее проведения канализации. Все разговоры теперь только об унитазах. Вот такая у нас светская жизнь. Ты как-то по-другому разговариваешь. Ну ты же еще всего не знаешь. Я стала членом клуба «Лучшая книга месяца». Та-дам! Ты начала читать? Здорово! Ну, читать это громко сказано так, листаю пока. А ты? Ты все еще в Нью-Джерси? Нет, мы переехали в Коннектикут, купили там старый амбар и переоборудовали его. Да, и как он теперь выглядит? Да ужасно. У Эллен дизайнерский зуб. Она носится по магазинам, что-то чертит, рисует. У меня ощущение, она родилась с собойным гвоздем во рту. Мне даже сложно представить, как она тебя целует. Наверное, так. Перестань. Это была злая история о ней. А что еще нового, любимый? Что еще нового? Есть новое! Новый ребенок! Что? У нас родилась дочка! Дочка? Девочка. А, вот у тебя и фотография с собой. Я знал, что ты попросишь. Люблю смотреть на новорожденных. Хотя самой рожать уже не хочется. Как ты думаешь, это признак зрелости? Вот. Это для Гарри. Мне подарили, а я бросил курить. Настоящее, кубинское. Гарри все еще думает, что я ищу сюда в монастырь на исповедь. Что же я ему скажу, что получил ее от монашки-кубинки? Он у тебя не просит номер телефона? Просит. Но я ему говорю, что это монастырь кармелиток, а у них обет молчания. Как? В этом есть что-то дьявольское. Как остальные ребятишки. Как Майкл. Да сумасшедший, как всегда. Представляешь, в начале учебного года им дали задание написать сочинение на тему... Как я провел лето. Нам тоже. Точно. Так вот, мой малыш написал шокирующий рассказ под названием «Как я переспал с вожатой». Что? Я на 100% уверен, что он все выдумал. Все это неправда. Но там такие подробности. Он еще пикантную картинку приложил. Его чуть из школы не выгнали. Ты от него без ума. Чуть-чуть. Ты на нем помешан. Он славный. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Я тебе так благодарен. Да за что, мой любимый, за что? За все. За эти ежегодные уикенды без всяких забот, без обязательств, без ответственности. Стелла. Стелла. Да. Да, я, ну, как ты? На работе. Что у вас случилось? Кто упал? Куда упал? Выпал. Зубик выпал. Зайка моя, это ничего, что ты не можешь его найти. Добрая фея, которая приносит детям зубки, она найдет и принесет тебе новый. Ложись спать, девочка моя. Мамы нет дома? Ну ничего, ты же знаешь, она никогда не опаздывает. Я не могу приехать. Ты же знаешь, я на работе, я в другом городе, и я тебя тоже очень люблю. Господи. Диби. У
нее зубик выпал. Ты представляешь, она никак не может его найти. Боится, что добрая фея... Господи, этот слабый детский голосок, что он со мной делает? Ну, глядя на твое выражение лица, трудно ошибиться. Сможешь заниматься любовью? После того, как она позвонила? Тебя это никак не остановит? Останавливает. Еще как останавливает. Но я стараюсь относиться к этому философски. Мы с тобой будем заниматься любовью, а в это время у твоей дочери начнет расти новый зуб. Стана, скажи, ты никогда не чувствовала себя виноватой? Иногда. Ты никогда не говорила об этом? Джордж, ну я иначе с этим справляюсь. Как? Держу при себе. Не знаю. Возможно, такие вещи тебя вообще не трогают. Но это так выбивает. Я сейчас весь там. Не знаю, способна ли ты такое понять. Знаешь, Джордж, я ведь уже взрослая девочка. И у меня тоже 3 детей. Ну что ты от меня хочешь? Лучше всего тебе сейчас, Джордж, точно замолчать. Извини. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Как поживает Гарри? А Гарри обанкротился. Да ладно. Как? Как? Как может обанкротиться человек, который занимается продажей телевизоров? Очень просто. У Гарри просто физическая потребность отговаривать людей от ненужной покупки. Он так критикует эти несчастные телевизоры, что люди отказываются их покупать. Естественно, он обанкротился. Я тебе искренне сочувствую. Теперь хороший рассказ о Гарри. А это и был хороший рассказ о Гарри. Честный мужчина, может, даже слишком честный. За это я его и люблю. Теперь твой рассказ об Элли. Стелла, я прошу тебя. Что значит я прошу тебя? Рассказал плохую историю, расскажи теперь хорошую. Хорошо. Пару месяцев назад младший брат Майкла наступил на дождевальную машинку и здорово поранил себе колено. Эллен отвезла нас обоих в больницу. Почему обоих? И упал в обморок. Но самое замечательное, она никому, слышишь, никому об этом ни слова не сказала. Подожди, часто ты падаешь в обморок? Тут все зависит от обстоятельств. Но это был мой сын, ты понимаешь? И вся его нога, она была в крови. А, это вид крови тебе так. Стелла, пожалуйста, меня и так уже немного подташнивает. Скажи, если в порядке исключения, в один только этот раз я уеду немного пораньше. Ты же не будешь против? А пораньше это когда? А тут через 45 минут самолет летит и... Ты хочешь уехать раньше? На 23 часа? Стелла, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Я никогда бы не посмел заикнуться об этом, если бы ты сама... Не надо, Стелла. Если бы ты сама не была матерью и не могла бы понять моего положения. Стелла, не надо. Понимаешь, у меня же дома критическая ситуация. Диби могла проглотить его, и он мог попасть, бог знает куда. Стелла, что ты делаешь, Стелла? Стелла, я понимаю, мой отъезд, он ставит тебя в затруднительное положение. Тебе не обязательно уезжать тоже, номер оплачен. Стелла, если бы я остался, я был бы тебе плохим партнером, Стелла. Стелла, моя расческа там, да нет. Я понимаю, ты чувствуешь себя отвергнутой, но пойми, мой отъезд, он не имеет ничего общего со мной, с тобой. Господи, Стелла, у меня дома больной ребенок. Да ты помешался на своем больном ребенке. Ну посмотри ты, что ты несешь. Зубик упал, выпал. Знаешь, что чувство вины приобретает уж просто идиотские размеры. Знаешь что? Убирайся. Убирайся от меня как можно дальше. Да. У меня повышенное чувство вины. Неужели это так сложно понять? Мы же обманываем. Мы изменяем каждый своей семье. Мы приезжаем в этот отель и изменяем им. Я не говорю, что я не буду этого делать, но я чувствую себя виноватым, и я признаю это. Признаешь? Да. Ты признаешь? Слушай, а давай вот напишем объявление, выйдешь на улицу, как рекламный агент, и скажешь: да, я изменяю своей жене, ну посмотрите. Ну каким же
чувствую себя при этом виноватым. Выходит, я отличный парень. Но это не делает тебя порядочным человеком. А знаешь, кем это тебя делает? Тощей задницей! Вот кем! Господи, да что ты такое говоришь? В следующем году мы опять увидим. О, Джордж! Следующего года не будет. Только потому, что мне надо уехать немного пораньше. В одном этом году ты решаешь бросить нас на всю оставшуюся жизнь. Не вижу смысла это продолжать. Не манипулируй мной, Стелла. Мне дома жены хватает. А какое счастье встречаться, какая радость! Дома у меня обязательства. А здесь нет? Я думаю, у меня единственное обязательство приезжать сюда каждый год. Отлично. Сексуальные партнеры встречаются раз в году на минутку. Господи. Прости. Я ошибался. Я же человек. Я тоже человек, Джордж. Ты другой. Ты сильнее. Сядь, Джордж. Я прошу тебя, сядь. Знаешь, Джордж, в этом году, наверное, раз 20 набирала твой номер и бросала трубку. Могла заставить себя не думать о тебе. Я звонила и бросала трубку, я писала и рвала написанное, потому что черт, ты стал занимать в моей жизни слишком много места, это стало меня пугать. Чувство вины меня одолевало и подумала, все. Я больше так не могу. Я даже не хотела приезжать в этом самом году, потом подумала, я же должна приехать, объяснить тебе все. Но как только ты вошел, Джордж, я поняла, что я не в силах этого сделать. И я готова платить любую цену. Только чтобы ты был рядом, Джордж. Стелла. Я люблю тебя, но я тебе не стою. Да пошел ты.